It's amazing coming to Moscow. Просто удивительно быть в Москве. It feels like coming home. Такое ощущение, что вернулся домой. The difference between countries in the West is diminishing. И я думаю, что разница между странами, особенно в западном полушарии, она постоянно уменьшается. So the former speaker told a lot about the external. Мы сегодня уже слышали выступление, было много сказано о внешней сфере. And we will talk here more about the internal. What will happen in a human person when the development goes as fast as it does? Мы будем говорить больше о внутренней сфере, о том, что происходит в человеке, в его внутренности, в состоянии, когда человек растет и развивается. How rewinding your brain can make all the difference in your company and in yourself. И тема моя, как перезагрузка мозга может кардинально изменить вашу компанию, но не только компанию, а вас самих. And just briefly, say something about myself. I'm an economist from Stockholm University. Пару слов о себе. Я экономист из Стокгольмского университета. I've run like 7 different businesses from financial to education. Работал в 70 компаниях, управлял ими, самый широкий спектр от финансов до образования. And like 10 years ago, I realized that people were stressed out in a lot of companies I was working in. И примерно 10 лет назад ко мне пришлось понимание, что во многих компаниях, где я работал, люди находились просто на пределе стресса. So we searched for tools to help people to adjust to this very fast development that's going on just now. Мы стали подыскивать инструменты, которые помогли бы людям с учетом очень бешеной скорости и ритма жизни и работы, в котором они находились. And I will tell you a lot about these tools that we find out is really working for people in the workplace. И сегодня мне хотелось бы с вами поделиться тем инструментарием, который действительно помогает людям и в жизни, и на рабочем месте. So it's about inner and outer leadership. И первое, о чем я говорю, это внутреннее и внешнее лидерство. It's about culture, strategy and efficiency in a company. Это вопрос культуры, стратегии и эффективности в компании. And how do we reach this? We start with mindfulness. Каким образом мы приходим к этому состоянию? Из состояния осознания, mindfulness. And we'll explain what mindfulness is more. Я очень подробно буду говорить об этом сегодня, понятии. But everything we do is based on neuroscience. Но все, что я буду сегодня рассказывать, все это уходит корнями в нейронауке, в неврологии. And I will also tell you about search inside yourself, the Google Mindfulness program. Я буду говорить также и о внутреннем поиске, и буду говорить об особой программе Google, которая базируется на осознанности. It's called Search Inside Yourself. You know, the biggest search engine in the world is calling the program going inward for Search Inside Yourself. Такая программа, которая помогает человеку осуществлять внутренний поиск, который глубоко ведет его по этому процессу. This book is written by number 7 at Google, Chademeng Tan. It was translated into 32 languages within 1 year. It's about searching inside yourself. Книга, которая была написана седьмым лицом в Google, переведена на 32 языка, и как раз она посвящена этой теме внутреннему поиску самого себя. And I will also show you this. I'm really happy for this one. И вот то, что я держу в руках, доставляет большую радость, и также хотел бы этой радостью поделиться. I have had 5 groups in the Swedish Parliament with Parliament members in mindfulness meditation. Мы общаемся с 5 группами, есть 5 групп шведского парламента, которые вместе с нами медитируют как раз в рамках mindfulness. And 2 weeks ago I was in London together with a lot of parliament members from 15 different countries. 2 недели назад я был в Лондоне, там было собрание парламентариев из 15 стран. We were invited from the British Parliament because there they have educated 145 PMs, parliament members, in meditation. И там мы общались, и получилось так, что 145 парламентариев прошли обучение по этой программе, по программе осознанности и медитации. And they've started an all-party parliamentary group and made a program for
launching mindfulness in society. Поэтому образовалась группа тех членов парламента, которые являются частью этого движения, и разработана соответствующая программа для того, чтобы медитация все больше и больше охватывала самые различные слои общества. I wish I could show you the Conservative Party member and the Labour Party member who have cooperated in doing this. Жаль, что у меня нет фото, чтобы показать вам и консерваторов, и лейбористов, которые вместе, вот так вот сидя рядом, работают по этой программе. They used to quarrel in the parliament. I don't know if you've seen the British parliament where they shout, and they dum and keep quiet. I don't know if you've seen it. Если вы смотрели заседание британского парламента, может быть, вы видели такую картинку, как они кричат друг на дружку, там чем-то бросаются, стоит шум и гам такой, вот пыль до потолка, и потом видишь тех же самых людей, которые вот так дружно работают вместе, просто удивительно. And these Conservative and Labour Party members, they talked about how they didn't meet earlier, they were just quarreling. After this mindfulness course, they can meet and talk. Консерваторы и лейбористы говорят о том, что раньше не было каких-то точек соприкосновения, был какой-то внутренний конфликт, а теперь, работая по программе Mindfulness, они способны общаться друг с другом, способны разговаривать. So this is about your inner world. Итак, это ваш внутренний мир. So in this moment, what are you aware of? И сейчас, вот в эту самую секунду, что вы осознаете? On purpose, I will leave small pauses for you to notice the silence and be able to go inside. Я хотел бы целенаправленно закладывать в нашем общении такие моменты тишины, молчания, для того, чтобы мы могли обратиться к своему внутреннему «я» и что-то для себя понять. So can I ask you, how many of you have been meditating anytime? Позвольте спросить, а кто из вас медитирует, когда-либо Please медитировал? raise your arms. Пожалуйста, поднимите руки, я вижу. How many of you have tried mindfulness meditation? Кто пробовал осознанную медитацию, Not so медитацию many. mindfulness? Okay, quite a lot. How many of you are familiar with emotional intelligence? А кому знакомы разработки по эмоциональному интеллекту? Okay, good. So I invite you to do a small meditation just now in this moment. Я хотел бы прямо сейчас, вот в эту самую минуту, вместе с вами провести небольшую медитацию. So welcome to sit on your chair with both feet in the ground. Ноги стоят на полу, мы сидим уверенно, спокойно в кресле. And welcome to close your eyes. И если вам комфортнее, вы можете закрыть глаза. When you close your eyes, the information into the mind decreases with like 60 to 80%. Когда мы закрываем глаза, то объем информации, который поступает в наше сознание, снижается от 60 до 80%. So just in this moment, just observe what's happening on the inside. И в этот самый момент мы наблюдаем, что происходит с нами, с внутренним пространством. What are you aware of in this moment? Что является для вас моментом осведомленности? Что вы осознаете в эту самую секунду? Are there physical tensions in you? Может быть, есть какое-то физическое напряжение в теле? Are there emotional tensions in you? Или определенные эмоциональные движения, эмоциональные тенденции? And how about the mental systems? Are the thoughts there just now? Что происходит с нашей ментальной системой? Какие мысли, они есть или их нет? And how's your breath in this moment? И что происходит с вашим дыханием прямо сейчас? If you are more relaxed, you breathe deeper down into your stomach. Если вы более расслаблены, то вы начинаете дышать низом живота, диафрагмой.
Now you're welcome to breathe in a little bit slower than you just did. И сейчас мы можем чуть замедлить дыхание. And you're welcome to breathe in even slower and just observe what's happening on the inside. И еще чуть-чуть замедлить свое дыхание и понаблюдать, что же происходит внутри. So welcome to open your eyes again. Можно открыть глаза. So this is really a short meditation, and in the parliament groups, in Ericsson, in Sony, in the big companies we work, they often start a meeting with a short break like this. And I'll explain today and some of it tomorrow, but it's happening in the mind when you take these breaks. Вот такая короткая медитация, и в парламентских группах, в компаниях Sony и Ericsson очень часто сейчас заседания, встречи начинаются именно с такой медитации, и я чуть позже расскажу, что же происходит в нашем сознании в этот момент. So it's both a process of rearranging your brain, but also restoring. Это вопрос или состояние одновременно и перестройки нашего мозга, и его восстановления. So, please, Andrew, just read the next. Мы прочитаем цитату Стива Джобса. Если вы сидите и наблюдаете, вы можете заметить, насколько ваш ум беспокоен. Если вы пытаетесь успокоить его, становится только хуже, но со временем ваш ум успокаивается. И когда это происходит, вы начинаете замечать ранее неуловимые вещи. Ваша интуиция начинает расцветать, и вы видите вещи более четко и осознанно, что дает вам большее погружение в текущий момент. Ваше мышление как будто замедляется, и вы видите огромное количество вещей, вы видите намного больше, чем раньше. So the science today prove Сегодня наука доказала. Hello? That when you take a decision, Когда мы принимаем решение, you think that you take it in the brain up here. мы думаем, что решение принимается где-то вот при фронтальной коре, в лобной части мозга. The science show that in 2/3 of the decisions, Но наука говорит, что в этом процессе принятия решений, может быть, на 2/3, the signals in the mind goes from prefrontal cortex down through the vagus nerve, it's a big nerve, сигналы проходят по префронтальной коре и затем уходят вот в ЦНС, центральную нервную систему. and connects to the emotional system in the body. И там соединяется с другими системами в нашем организме. So you can give it many names. Можно по-разному это называть. Go into your center, your intuitive center. Ощутить свой центр, войти в свою интуицию. What we know today is that you have the same type of brain cells all the way into the stomach. Но мы знаем, что вот те самые мозговые клетки сегодня, тот же их тип присутствует и по всем организме, вплоть до нашего желудочно-кишечного тракта. In Swedish language and in English we have the expression gut feeling. I don't know, do you have it in Russian? Есть в английском языке ощущение, ну вот что-то вроде бабочек в животе, да, такое интуитивное ощущение, как будто я это чую кожей. So the science now is proving what people have known for a long time. Поэтому получается, что наука лишь подтвердила то, что люди и так знали на протяжении очень долгого времени. And that's also really interesting for the education, as Kjell Nordström talked about earlier. И это также интересно с точки зрения всех, кто занят в сфере образования, о чем Чель говорил сегодня утром. Most of us grow up in a system where we're really keen on education in the intellectual system. Большинство из нас выросли в таких обществах, где во главу угла ставились интеллектуальные системы, важность образования. But when you now realize that the decision making includes the whole body system, Но когда сейчас мы понимаем, что процессы принятия решения затрагивают не только отдельный сегмент, а все наше тело, then you need to train in a new way. You need to meditate. тогда нужно себя тренировать совершенно по-другому, в том числе с помощью медитации.
So we speed this on a little bit. Итак, мы немножко поговорили об So этом. you feel, as in the daily work in your company. Сейчас вы готовы, наверное, взяться и все это внедрить в своей компании. So mindfulness is not about living a still life. It's about being aware in the moment what's happening. Но процесс осознания — это не только состояние того, что я живу, но и понимание того, где и как я нахожусь, и как ощущаю себя в этом моменте. So let's start with the definition of mindfulness. Давайте начнем с некоторого определения. Понятие mindfulness, осознанность, подразумевает под собой уделение внимания, в частности, цели в настоящем моменте, без обсуждения. Такое внимание порождает большее осознание, ясность и принятие реальности. So mindfulness is not just a method, it's also a state of consciousness. И mindfulness не просто какой-то метод, но и состояние моего сознания. So what are you aware of in this moment? О чем мы осведомлены, что мы осознаем в настоящий момент. If you use 100% of your presence, direct it to what you would like to work with. Если мы берем 100% нашего присутствия и направляем его туда, где хотим работать, или в ту степень, в которой хотим развиваться. So if you have a lot of your attention somewhere else, you're less happy and you're less effective. Если какая-то часть, значительная часть моего внимания направлена на что-то еще, то я не могу быть счастливым, и я гораздо менее продуктивен. So if you observe yourself in this moment, are you 100% here? Поэтому вот это самонаблюдение очень важно, чтобы иметь четкость и понимание на 100%. Or is your mind going away for food or what's happening next, going to the mobile phone? Где мое сознание? Может быть, оно расщеплено, я думаю о том, что я покушаю, я думаю о том, что у меня в телефоне. So welcome to put down your mobile phones. Поэтому добро пожаловать в эпоху мобильных телефонов. The science showed that it's not good for the brain to multitask. Наука говорит о том, что многозадачность, в принципе, и не так-то уж хорошо для нашего мозга. So what's happening in society is that there's an information overload. Сегодня в нашем обществе мы абсолютно перегружены информацией. Every second you are bombarded with 10 gigabytes of information. Каждую секунду на нас обрушивается 10 гигабайт информации. And how much can you make aware in every second? It's so little you can't even see it. И из этого объема что я могу осознавать в каждый момент? Но эта доля настолько незначительна, я даже не могу ее сейчас показать. So do you choose which 100 kilobytes you get aware of? Это 100 килобайт моего внимания. Могу ли я принять решение о том, куда я этот небольшой объем буду направлять? Or is it just happening because of the family you grew up in, the culture you grew up in, by automatic pilot? Или все это обусловлено культурой, в которой я живу, с семьей, и все это происходит как бы на автопилоте? And can you affect this? Can you change this inside of you, in your awareness? И если возможность влиять на эту ситуацию, менять уровень своей осознанности. Yes, you can, and we will show you the brain waves. It's all about the brain waves. Да, конечно, возможно. И я покажу некую информацию о волновой активности мозга, ведь все сводится к этим самым волнам. So now, talking, and when you're listening, you are mainly in the beta wavelength. Сейчас я говорю, а вы слушаете, главным образом вы в бета-фазе вашей мозговой активности. When you come down in the exercise we did, you go down to alpha. Когда мы делали это упражнение, мы опустились еще на один уровень, на уровень альфа. If you go into deep meditation, you go down to theta, and there is deep relaxation. Более глубокая релаксация, медитация, мы уходим на еще один уровень, на тету. And there is the place where creativity grows. For example, и вот здесь проявляется как раз творческий потенциал, креативность. For example, when Albert Einstein discovered the theory of relativity, they think he was in the theta. Например, считается, что когда Альберт Эйнштейн как раз пришел к своей теории относительности, то он был в этом самом тета-состоянии. So Andrew, please just... there you come. So please just briefly take it. Получается, что тогда у нас уровень волн такой: бета, бодрствование, нормальный уровень тревожности, альфа, расслабленность, спокойствие, медитация, творческая визуализация, тета, глубокая релаксация, медитация, решение проблем, и дельта, глубокий сон.
So we see if we let this, will this move now? Попробуем запустить. One time more. So you will see the different wavelength. Сейчас мы видим различную волновую активность мозга. And you can choose. И можем принять решение. Which length you want to be in every moment. На какой волне я буду находиться в каждый момент времени. So you come to delta that when you fall asleep. Когда подходим к дельте, соответственно, это момент засыпания. But there is also gamma. There is a perfect state to coordinate the brain. Гамма волна идеальное состояние, в котором можно координировать работу мозга. But if you go to the fast, ultra fast waves. Затем, если я перехожу на ультраскоростную волну, ультрабыструю волну, it can be really good. It's the body's possibility to work very hard. То, с одной стороны, это очень хорошо, потому что на таком взводе я могу работать очень быстро, динамично, тело на пике активности. But if that lasts for a long time, it's really harmful for the body. Но если я нахожусь в таком состоянии дольше, чем нужно, то это приносит серьезный ущерб организму. So the work we do is for you to be aware of what wavelength are you in this moment. Поэтому смысл моей работы направлен на то, чтобы каждый из нас осознавал, на какой именно волне, в какой частотности я нахожусь в каждый момент. And can you change the wavelength in every second? If you need a lot of energy, can you change it? И способны ли вы изменить эту волну буквально вот в мгновение, если, например, вам нужно много энергии? Now it's not. Can we come to the next picture? У нас запустилось следующее видео, наверное. Yeah, next picture. Следующее видео. Good. So it's about the connections in the brain. Ну, соответственно, это те самые процессы нейронные, которые происходят в мозге. And you know there are more connections in the brain than there are cells. И мы знаем, что таких контактов нейронных больше, чем клеток. And the strange and positive thing is that you can observe these processes in yourself. И самое странное, необычное, что можно наблюдать такие процессы, которые происходят в нашем теле. So before I continue, I will tell you some really difficult thing to understand. А перед тем, как я буду продолжать, я хотел бы озвучить одну вещь, которая очень и очень непроста для понимания. You are all intelligent. Вы интеллектуальны. And in the school system, we want to be more intelligent, having more knowledge. А в школьной системе все было ориентировано на то, чтобы дать нам больше знаний и повысить уровень нашего интеллекта. But what we try to help you to realize is that there is a shift in awareness that is possible. Но мы пытаемся помочь людям осознать, что есть определенный сдвиг в осознанности, который возможен. For most people, it's difficult in the beginning. What is a shift in awareness? Для большинства людей очень трудно понять в начале пути, что такое этот сдвиг или такое изменение осознанности. So, try to give you an explanation. Я попытаюсь привести одно объяснение. So, a kid starts to do sounds, ba-ba. Вот младенец начинает произносить какие-то звуки, ба-ба. The kid doesn't know that he's going to create words. А ребенок не понимает, что за этим последуют слова. So, at this level, they can increase the number of sounds. It's a quantitative expansion. Это этап количественного расширения, когда ребенок может произносить больше и больше таких вот звуков. So then they start to create words like mommy. Затем начинает произносить слова, там, мама, что-то еще. So the kid was not aware doing the sounds that it was going to create words. Ребенок не осознавал, что за нечленораздельными звуками последует следующий этап произношения слов. Now they are creating words. They are not aware yet that they will soon create sentences. Ребенок произносит слова, но еще не осознает того, что за ними последует предложение. But what they are doing is a qualitative change. Но по сути здесь происходит только качественное расширение.
from sounds to words to от звуков к словам, sentences. от слов к предложениям. So, what's your next step in awareness? Вопрос, какова ваша следующая степень осведомленности? It's not about knowledge, it's about awareness. Дело не в знаниях, а дело в осознанности. And per definition, it's more or less impossible for anyone to grasp. И по определению, наверное, более-менее это невозможная ситуация для того, чтобы человек как-то вот все это понял на когнитивном уровне. Because what I ask you is, can you tell me what you are unaware of? Потому что, по сути, я спрашиваю вас, скажите, пожалуйста, мне, чего именно вы еще не осознаете? So next step is metacognition. Еще следующий уровень – это мета-осведомленность или когнитивные способности. That means the capacity to observe your thoughts and feelings. Другими словами, это способность наблюдать за собственными ощущениями и мыслями. And for most people that's really strange. Well, I think and I feel, but there is another level. Большинство людей этот этап ассоциируют с тем, что я что-то чувствую, я о чем-то думаю, но есть еще более высокий уровень. And the science show that if you put a person into an 8-week training, наука нам сегодня показывает, что если мы возьмем какого-то человека, и этот человек пройдет 8-недельное обучение, 2 hours a day every week, например, 2 часа в день на протяжении недель, 90% of the participants do a shift in awareness. то у 90% участников такого тренинга происходит изменение в уровне осознанности. So at Google, I went to the education. Я занимался вопросами обучения в компании Google. They provoke you a little by saying, you are not your feelings, you are not your thoughts. Они немножко провоцируют людей, когда делают такое заявление, что вы – это не ваши мысли, и вы – это не ваши чувства. You are something more. You are the observer, and you are the heartful observer. Мы что-то большее, мы наблюдатель, но не просто отстраненный, а наблюдатель, который отталкивается от сердца. So is this possible to understand for you? Возможно ли все это нам понять, осознать? Does it make sense? Логично ли то, что я говорю? Yeah. Okay. Nice. Thank you. And the next step, once you start to observe the mental system, the emotional system, is the meta awareness or meta cognition. Следующий уровень, после того, как мы начинаем наблюдать нашу эмоциональную и когнитивную систему, это мета-осведомленность или познание. So, as Shell talked about all these external changes, Чель сегодня нам говорил много о внешних изменениях. you really have to watch out to be able to survive this fast change in the world and to contribute to yourself and to other people. И поэтому возникает вопрос того, чтобы каким-то образом выжить в этом быстро меняющемся мире, не только выжить, но и внести весомый вклад и в свою жизнь, и в жизнь окружающих. And the tool is to observe yourself from the inside. И здесь два потока. Первый – это наблюдение за собой, за своим внутренним. But also to listen Но также умение слушать, слышать. in a mindful way. Слышать так, чтобы здесь на пути не вставало наше сознание. So that means listening not from your own perception of what you think you should hear. Другими словами, я слушаю, не исходя из моего собственного восприятия, как я должен эту информацию воспринять и услышать. So to listen with a fresh mind. Слышать со свежим ментальным таким отношением. So we should do a small exercise together and try this. Поэтому я думаю, что стоит нам вместе сделать кратенькое упражнение для того, чтобы попробовать это на себе. So I would ask you kindly not to talk before you get told to. Прежде всего я попрошу вас не разговаривать перед тем, как мы закончим. So I will soon, when you hear the bells, ask you to stand up 2 and 2. Когда вы услышите мой звоночек, я попрошу вас встать и разбиться на группы по 2 человека. And then we'll do a small exercise. We will try this mindful listening.
И затем мы попробуем проделать такое упражнение о осознанном слышании или слушании. So we will like to combine this theoretical knowing of how the mind works with practical knowing from the inside. Мы соединим теоретическое понимание того, как все это работает, с неким практическим знанием того, как это все происходит в нашем сердце. So welcome in silence to stand up and find a partner. If you don't have a partner, raise your arm and you can go to Я that. прошу вас встать, не разговаривать, найти себе напарника. Если напарник не находится, можете поднять руку и с кем-то объединиться. So please stand in front of each other. Мы стоим и смотрим друг на друга. And then you choose who is A and who is B. Нам нужно понять, кто будет партнер А и кто партнер Б. So when you've chosen A and B, you're welcome to close your eyes. Когда вы поняли, кто А и кто Б, пожалуйста, закройте глаза. So with closed eyes, just observe yourself in this moment. Давайте сейчас, стоя с закрытыми глазами, просто будем наблюдать за самими собой. So what are you aware of in this moment? Какое осведомление, знание, какое сознание приходит сейчас? Earlier today you did an exercise sitting with yourself. Сегодня мы уже делали одно упражнение, сидя на стульях. Now you are with yourself, but with another person in front of you. А сейчас мы каждый самим собой, но и вместе с нашим партнером. Are you aware of any difference? А осознаете ли вы различия между той и этой ситуацией? So when you hear the bells, you're welcome to open your eyes. Когда вы услышите звук колокольчика, можно будет открыть глаза. And person B, you should just listen very mindfulness, without talking. И напарник Б, пожалуйста, слушайте. Вы только слушайте в состоянии осознанности, ничего не говоря. And person A, you're welcome to talk. А напарник А может начать говорить. And the subject is how aware of yourself are you? И тема этой речи, краткое этого выступления, может быть такая, насколько я осознаю себя и других. So, welcome to open your eyes, welcome B to be Можно silent and A открыть to talk. свои глаза, и партнер Б слушает, а партнер А начинает говорить о своей осознанности. So welcome to end your sharing and then close your eyes. Можно завершать общение и закрыть глаза. So with closed eyes, again observe what's happening inside you. Мы сейчас опять стоим с закрытыми глазами и наблюдаем самих себя. And when you hear the bells, we change over. So A, you will listen without commenting, and B, will be able to share. Когда прозвенит звонок, мы меняемся ситуацией. Теперь партнер А слушает, партнер Б говорит. So welcome to open your eyes and welcome B. Поэтому, пожалуйста, можно открыть глаза и начинать говорить. So in mindfulness exercises, it's a shift in consciousness that we look for. И в этом упражнении и в этом состоянии мы стремимся к тому, чтобы произошло изменение, сдвиг нашей осознанности. So of course, the content is important. Конечно, и контент важен. But in this case, it's your own observation of what's happening in you that is the thing. Но в данном упражнении, в данный момент еще важнее ваше собственное наблюдение того, что происходит в вас. So what are you aware of happens inside you at this moment? Что открывается взору сейчас, что мы осознаем в данную секунду.
So welcome to thank each other and then sit down in silence. Давайте поблагодарим друг друга и молча присядем. So any short comment? How was this for you? Anyone? Кто-то может откомментировать кратенько, как это прошло, какие ощущения были? Очень интересное наполнение информации и энергии. It's very interesting being filled with information and energy like from the two sides. И когда слушала, и когда рассказал, both when I was listening and speaking. So you just described that something in you was observing what was happening. Вы только что описали, что что-то в вас, какая-то часть вас, она наблюдала за тем, что происходило. And that's a great awareness shift. Это и есть та перемена в осознанности, большая перемена. So for many of you, this is perhaps the first time you try this. It's not about knowledge, it's not about intelligence, it's about shift in awareness. Возможно, для кого-то сегодня это было первый такой опыт и упражнение. Дело не в получении какого-то знания, а именно в том, чтобы увидеть это и изменить свою осознанность. And I've been working with 150 companies with the leadership training in Sweden. Мы в Швеции проводим лидерское обучение в порядка 150 компаниях. And a lot of intelligent people, really intelligent. И много людей умных, действительно умных. And when they do this training, when they come to the end, когда они проходят это обучение и доходят до конца, many of them say, "Oh, I didn't know that was this we were going through." Многие из них говорят, я даже и понятия не имел, насколько фундаментально, насколько преображающе это будет. So perhaps you got a taste of this observation. Для нас сегодня это была некая затравка, предвкушение того, каким это наблюдение может быть. So now we increase the speed again. А теперь мы опять переключаем скорость. And go into the intellectual explanation. И я начинаю переходить в режим лектора и начинаю дальше объяснять. The usual thing is there comes a stimuli and there comes a reaction and it's стандартная схема раздражитель или стимул, реакция. Есть стимул, есть реакция. Автоматическое действие. And it comes from the autopilot. Которое происходит в жизни часто буквально на автопилоте. It's mostly unconscious for us in our daily life. По сути, для нас это бессознательная форма поведения, в бытовом режиме. What we train is the gap. Но между этими обеими состояниями есть разрыв. There are small gaps in between thoughts, in between feeling and thought and feeling. Небольшие разрывы, дистанции между мыслью, чувством и чувство-действия. And in every gap, there is a possibility for a new choice. И каждый такой разрыв предоставляет собой возможность для того, чтобы сформировать новые модели. This is the increase of awareness. Это есть увеличение осознанности. And if we should be able to survive in this really fast environment, если мы хотим выжить в этом очень быстро меняющемся ландшафте, we need to be able to control this. То необходимо контролировать эти вещи. So, we'll show you this stress curve. Я хочу показать вам кривую стресса. And we, you see on one axis is performance. У нас показатели или результаты идут по вертикали. And here's the arousal. Состояние возбуждения идет по горизонтали. So arousal on that level. Это состояние возбуждения по горизонтали. Performance there. So in the morning you don't do so much. Показатели, наступает утро, мы чувствуем себя не очень. You are quite sleepy in the morning. Мы все еще в сонном состоянии. Then you start to improve. Затем начинает развиваться активность. And you come to a point in performance where you are producing a lot. Мы в нашей производительности состоянии приходим к моменту пиковой производительности. It's a healthy tension in the body. Это некая здоровая напряженность в организме. We used to call it flow. Do you have that term? Состояние потока, это так можно, наверное, описать. Is that a term that is usually? Yeah. And often people today want to do more. We want to produce even more. Возникает такое желание, я хочу больше, чего выйти на более высокий режим, более высокие показатели. So intended performance. Поэтому вот так вот человеком проецируются его личные показатели и результаты. What's actually happening is that people get tired. А по факту получается так, что человек заходит в зону стресса и истощения, ill health, плохого состояния здоровья, panic, some, паника в каких-то случаях, and burnout. И в конечном итоге выгорание.
And I can tell you a short story. Позвольте рассказать одну кратенькую историю. One of the leaders in the biggest bank in Stockholm called us. Один из руководителей одной из крупнейших банков в Стокгольме нам позвонил. And I make a really short story of this. Я сейчас очень и очень в сжатом виде это расскажу. He came to his tired zone, fatigue zone. Он как раз уже тогда находился в этой зоне усталости и истощения. And went to the doctor at the company. Обратился к доктору, который как-то был связан с его компанией. And they gave him a gym card. И gymnastic card. Ему дали, соответственно, там вот эти нагрузки, тесты на гимнастику. So he got better. Он это прошел курс физио и почувствовал себя лучше. Half a year later he was ill again. He got a psychotherapist. Через полгода почувствовал себя опять плохо и обратился к терапевту. And he came back to work. Затем что-то, какую-то процедуру и опять вернулся на работу. After 1.5 years he got burnout. Проходит 1,5 года и он оказывается в состоянии выгорания. And he employed us to go through with all his leaders. He had 32 leaders beneath him. В лидерской команде под его руководством 32 человека, и он собрал их всех. To teach them the difference between being in the flow zone or being in another zone. Для того, чтобы мы научили их разнице между пребыванием в состоянии потока и другими состояниями на этом графике. And in Sweden it's gone so far that the company is responsible for the employees if they go to this red zone. И в Швеции вот у него дело зашло до такого, что в компания несет ответственность, когда человек, сотрудник попадает в эту опасную красную зону. You can be put into legislation as a leader if you don't take care of your staff. То руководитель может понести какую-то даже, возможно, административную или иную ответственность за то, что сотрудник в его или ее компании находится в таком психофизическом состоянии. I will just show you later on today the interesting new knowledge from science. Сегодня я хотел бы показать некоторые научные выкладки, достаточно свежие. How the prefrontal cortex, the logical part of the brain, о том, как работает наша префронтальная кора, которая отвечает за логику, or the emotional part of the brain, amygdala, или амигдала, эмоциональная часть нашего мозга. This is simplified, but я понимаю, что все это очень упрощенный формат, но тем не менее. The science showed that both these centers can be kidnapped. И наука говорит о том, что там может быть очень сильное такое похищение или дисфункция и в том, и в том. And then you behave unconscious, you can be unhappy, and you can be ineffective. Потому что в этом состоянии человек живет неосознанно, несчастлив, не понимает почему, и, соответственно, нет эффективности в жизни. Thank you for your attention and welcome. Спасибо большое за ваше внимание, и мы потом продолжим.